Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk эпизод 2. Мы продолжаем? Или как? Да, мы продолжаем. Начало дня. Рэйчел пришла. А мы читали тут что-нибудь? Не тут. Тут. Читали мы все. Ну, как обычно, я всегда все читаю, да, перед тем, как уйти. Да. Окей. Окей, Рэйчел. Ой, извини, я просто так рада. В Лоре у меня получилось. Поздравляю, а что именно получилось? Я о музыке, которую мы пишем с IG. Помнишь, мы обсуждали это в прошлый раз? Ну да. Я принесла с собой запись. Послушаешь? Правда? Давай. Ее точно можно слушать? Как насчет соглашения, неразглашения и все такое? Да брось, все равно мы здесь одни, и все будет нормально. Мы уже 100 раз все переделали, так что... Да забудь, включай уже, не тяни. О, ачивка. Итак. Добавили нам ее трек сюда. Надеюсь, они имели в виду, что он без авторских прав. Спасибо большое. Что это такое? Включи. А знаешь, что мне интересно? В прошлой игре была ачивка за то, чтобы включить, прослушать все треки. Все треки. Ну, типа, их не обязательно слушать, просто включить. Я просто сейчас проклацаю быстренько, мне интересно. Да, знаю, быстрая смена мелодий как-то странно, хотя они не очень-то броские, так что вроде не очень плохо. Ничего не изменилось. Ачивку мне не дали. А что это сейчас было? Это? Нет, не это вот. Да, а давай я поставлю лайки. Не знаю зачем, вдруг это мне даст ачивку. Ну да, я люблю ачивки, что поделать. Отстой, ачивку мне не дали. Ладно. Итак, на эту песню меня вдохновил напиток, который я здесь попробовала. Это же ничего, да? Конечно, ты сама сочинила мелодию. Вместе с Арми, да. Так вот, когда я услышала название «Синие грезы», то подумала, что синие может означать ночные. Да, вполне. У всех свои ассоциации. Мне сразу вспомнилась тоска, которая иногда накрывает по ночам, когда думаешь о ком-то или о чем-то, жалеешь о невысказанных чувствах, проматываешь в голове варианты того, как жизнь могла бы провернуться. Будто погружаешься в грезы, которые пока не сбылись. Отсюда название «Синие грезы». Как тебе? Знаешь, по-моему, отличный вариант. Название мне нравится. Только мне интересно, если это твой новый сингл, слушатели наверняка захотят услышать твой голос. Да, но у меня все схвачено, вот увидишь. Отлично. Как у тебя вообще дела? Все нормально, как обычно. Погоди-ка, чуть не забыла. Папа вчера сюда заглядывал? Хенри? Было дело, он приходил пообщаться с Галой. Ясно, приму к сведению. А что? Он вчера не ответил на мои сообщения, так что мне стало любопытно, чем он занимался. Понятно, вы что, редко видитесь? В смысле? Я видела это сегодня утром, мы по-прежнему живем под одной крышей. Надо же. Мне казалось, ты с нетерпением ждала, когда тебе исполнится 21, чтобы съехать. Ну, это правда, но папа моложе не становится, последнее время довольно забывчивый, так что я немного за него беспокоюсь. Понимаю. К тому же у нас с ним больше никого нет. Наша родня живет в других странах, так что хоть он и был ворчуном, сколько я себя помню, я пока за ним приглядываю. Понятно. Привет, заходи. О, добрый вечер. Вечер, Риона. Вечер в хату. Привет, Риона. Рада тебя видеть. Привет. Как дела? Извините, секундочку. Конечно. Ушла. Ну ладно. У нее все хорошо? Даже не знаю. Ну, давай пока сделай заказ. Хорошо, чего бы хотелось? Чашку молока, пожалуйста. Вот тебе молоко. Много молока. Предметов у меня нет. Почему-то они сделали вид, что мы их убрали, типа... Хотя они стоят там на полочке, я заметила. Вот это приглашение, это абсолютно точно оно. Ну ладно. Держи. Чашка теплого молока. Спасибо.
Что такое? Да ничего. Просто кое-что вспомнила. Ничего такого, не переживай. А чё ты мне за молоко не дала плюсик? А, или дала? А, дала. А я уже наехала, извините, быканула. Что я люблю? Свою семью, кошек, молоко и вас. О моей жизни. Танцую, пою, гонюсь за своей мечтой с 13 лет, не собираюсь останавливаться. Блин. Риона, ты в порядке? Нет. Кажется, я грущу. О нет, что случилось? Да, что стряслось? О боже, ты чё? Что такое? В последнее время я много размышляла. О чем? О моей ситуации. У вас бывало такое ощущение, что то, чем вы занимаетесь всю жизнь, это ошибка? Что вызвало у тебя такие мысли? Извините меня, я не хочу драматизировать. Вы не против выслушать мои путанные размышления? Конечно, не держи в себе. Рэйчел права, не стесняйся. После того, как я выслушала вашу с Лукасом истории, поговорила с тобой, Валери, с другими постоянными посетителями кофейни, в течение недели постепенно поняла, что у меня весьма неверное понимание многих вещей. В смысле? Да больше меня тревожит тот факт, что я всегда знала о своем невежестве и ничего с ним не делала. Знала? А, невежестве? В каком смысле? Рэйчел, то, где ты сейчас, это результат твоего труда и упорства. Ты отточила свой талант, но и не уклонялась от риска, и у тебя получилось добиться успеха. Ты так хорошо знаешь эту индустрию, что чувствуешь себя в ней как рыба в воде. И я очень уважаю тебя за это. А Лукас, хоть мне не слишком близок его контент, Лукас достаточно успешен, чтобы выплачивать зарплаты людям, которые на него работают. Я понимаю, это требует немалой смелости, гибкости. Попросту говоря, мне стыдно за себя. Я так привыкла к текущему положению вещей, что больше не пытаюсь улучшить свое положение. Разве это так? Ты ведь изо всех сил стараешься добиться своей цели. Стараюсь, да. Но изо всех ли сил? Бесспорно. Мое намеренное невежество вызвано тем, что мне попросту страшно. Страшно? Я понимаю, у меня очень мало шансов получить роль в опере. Правда. И понимаю, что у меня недостаточно связи, и я не соответствую ожиданиям индустрии. У меня нет высшего образования, и еще я другая. Меня это не беспокоит, серьезно. Потому что вся эта боль мне уже знакома. И, наверное, в глубине души сама мысль опять выслушивать отказы, опять терпеть новые удары, все это... Все это тяжело. Риона. Извините, что вам приходится слушать мой вздор. Я не хотела. Риона, можно я сделаю тебе напиток за счет заведения? О, Валери настаивает, да ведь? Да. Ну, тогда можно мне синий чай? Без молока, без имбиря, пожалуйста. Синий чай. Без молока? Без имбиря. А давай с медом. И с медом. Получится что-то или не получится? Но я не знаю, она просто не сказала, с чем это. Как бы без молока спокойно вылить. Это надо. Вылить еще раз. А давай 2 синих чая. Синий чай и мед. Мне просто интересно. Просто это что-то. А может быть 3 синих чая. А можно 3 синих чая? А можно 3. Вылей. Наверное, нельзя. Можно. Я приготовлю тебе 3 синих чая. На. Давай, скажи, что тебе не понравилось. Еще и за бесплатно. Спасибо. А, да? Ок. Хорошо. Что, пошло? Нет? Ну, что-то не дала она мне ни одного этого. Трындец. О чем задумалась?
Сейчас я переосмысливаю истинные причины, по которым я всем этим занимаюсь. Что привело меня туда, где я сейчас? И что же это? В смысле? Что за движущая сила, которую ты сейчас ставишь под вопрос? Я хочу освободиться от пут предрассудков, как общественных, так и своих. Хочу освободить не только себя, но и тех, кто на меня похож. Как я тебя понимаю. Ясно. Значит, не обязательно через оперу. Прошу прощения. Достичь этой цели можно разными способами, например, через политику. Наверное, но... Я просто привела пример, чего вы сразу... Ну да, переубедить людей быстрее всего получится именно через индустрию развлечений. Но ты ведь не хочешь этим заниматься, да? Мое сердце принадлежит опере. Поэтому я и хочу развиваться в этом направлении, пока могу. Только вот... Еще я считаю, что мне пришло время расширить свои горизонты. Я не хочу провести всю жизнь в клетке собственного страха. Хоть мне и жаль, что все мои предыдущие попытки не принесли никаких результатов. Не думаю, что ты старалась зря. Когда вкладываешь во что-то душу, это всегда чего-то достоит. Ну да ладно, а что теперь будешь делать? Я не уверена. Я уже отказалась от предложения Лукаса. Лукаса? Инфлюенсера, который в последнее время сюда зачастил. Чему это имя мне кажется знакомым? Погодите-ка. Ты его знаешь? Не особо. Кажется, мы подписаны друг на друга в Тома Чилл. Если это тот самый Лукас, конечно. А что он тебе предложил? Он пригласил меня на свое новое шоу. Он сам пока не определился с его форматом. Главная идея — дать голос неизвестным талантам. Показать их и провести с ним интервью, чтобы привлечь к ним внимание. Ясно. Ну, отказалась от предложений, что теперь позвони ему. Что? Ну, или напиши и скажи, что передумала, что самое худшее, что может случиться. Передумывать не преступление. Если он тебе откажет, может хуже. Не уверена, что ему стало бы от этого хуже. Просто сделай это. Напиши ему. Ага. Ладно. Он ответил. Что пишет? Он рад, что я передумала. Собирается написать мне попозже, чтобы подробнее все обсудить. Похоже, прямо сейчас он занят. Ну вот, с этим разобрались. Ага. Да, спасибо. Я, наверное, пойду. Да, мне тоже пора. Если хочешь, могу тебя подвезти. Правда? Я живу довольно далеко отсюда. Ничего страшного. Ладно, до скорого. Да, все, тогда пока. Пока, до свидания, удачи. А что я хочу сказать? Хорошо для нее же, что она передумала насчет его идеи. Думаю, я подожду еще часок. Ну, типа, его идея неплохая, если все-таки дело было не в том, что она хотела конкретно в оперу и через нее как-то менять мир, то, в принципе, подойдет и другая возможность. И вот эта возможность у нее есть. Другое дело было бы, если бы она конкретно, 100%, абсолютно точно хотела именно в оперу, именно через нее менять все остальное. Но нет и нет. Понедельник, 2 октября 2023. Пользователи Тома... Я постоянно не могу это выговорить нормально. Томадачил о новой функции Stories. Их нужно сделать длиннее. Совет полурослика, изменивший мою жизнь. Закрытие Gobli Labs. Эксперименты прекращены после 1304 1304 несчастных случаев. Окей. Ой, а что так темно? Гала. Так что я колесил с ним по улицам, пока он пытался залечить свое разбитое сердце. Я не знаю, что это, но начало мне уже нравится. Давайте посмотрим сторисы. Сегодня без доставок. А где все сторисы? Одна сторис? Ну ладно. Не знаю, с чего мы вдруг начали обсуждать печальные истории из моей биографии. Хайт! Лучше переключим внимание на счастливую пару. О, да эта история не такая уж и печальная, скорее милая. Ну вы сегодня в центре внимания и правда должны быть именно вы с Бейлисом. Главное, чтобы мы хотя бы могли вас видеть. Извините, пытаюсь добраться до переключателя. Ай. Ой, Кал, извини, ты такой жесткий, прям как стена. Приму за комплимент.
И готово. О, у вас, смотри-ка, лук новый. Ничего себе, это надо сфоткать. У всех получилось найти стулья, впечатляет. Мы тут столько раз, что знаем всю кофейню, как свои 5 пальцев. О, сзади еще один новый постик появился. Вот они, плюсы постоянных посетителей в Элларе. И правда. Итак, начнем праздник? Да уж, не терпится. Тебе говорит адреналин. Запомни это ощущение. Ты думаешь, что это адреналин, а по мне так Луя просто одурманена страстным глубоким чувством к своему мужу. О, боже мой, мне плохо. Помогите. Помогите. Вот этих двоих обожаю, особенно вот этого. Я не знаю, почему он реально чуть ли не мой любимый перс в этой игре. Ну вот попал прям. Ну попал и все, и ничего я не могу с этим сделать. Ну, это оно. Импонирует, очень импонирует. Ну, не обольщайтесь, мистер Миллер. О, Бейлис, ты решил взять фамилию Луи? Нет, мы решили остаться при своих фамилиях. Но если это обрадует миссис Миллер, называйте меня мистером Миллером. Лишь бы ты была счастлива. О, как мне хорошо рядом с тобой. Короче, я вот Хайд, который сидит и думает, наверное, о том, что, господи, слишком сладко. Отвратительно, ну да, вот и я об этом. Отвратительно. Сказал он, украдкой вытирая слезы. Сколько раз тебе повторять? Это все из-за цветов в ратуше, у меня на них аллергия. Да, конечно. Самое время для напитков. Да, я бы не отказалась от чего-нибудь горячего и сладкого, насыщенного и шоколадного, но при этом освежающего. Столько сахара, что и до диабета недалеко. Так, если обобщить. Напиток должен быть сладкий, с шоколадным вкусом, при этом освежающий. Сделаешь? Сладкий, шоколадный, освежающий. А да, я сохранюсь. А знаешь что? А я не повторю эту ошибку. Я возьму и перезагружусь, если мне что-то не понравится, потому что просто. Сладкий, ну шоколадный, очевидно, это шоколад. Окей, это шоколад. И освежающий. Ой, блин. О, сладкий это мед. О, освежающий это мята. Мед и мята. А давай попробуем. Шоколад с мятой. Я считаю, это оно. Вдохновлено сладким вечерним угощением. И книга рецептов мне дала что? После полуночи очарование старого света, нотка интенсивности, капля свежести. Идеальное дополнение к поздним ночным празднованиям. Да, это оно. Это оно. Это оно точно, я уверена. А, стоп, у меня у них уже по 3 этих. Мне уже даже пофиг, если бы я неправильно сделала. Ну ладно. Но тем не менее, лучше сделать правильно, чем неправильно. Надеюсь, понравится. Просто супер. Как празднично и необычно. Сюп-сюп. Очень приятный напиток. Как раз то, что я хотел. Пойдет. Хайд высоко оценил. Да-да. Вкус напоминает Англию. Тебе приходилось бывать по ту сторону океана в Элларе? В свое время мне удалось довольно много попутешествовать. Может, мы уже где-нибудь встречались? Вполне возможно. Разошлись, как корабли в ночи, прежде чем вновь встретиться с наступлением утра. Весьма лирично. У меня такое настроение из-за вас двоих. Все, что я знаю о Великобритании, мне известно от одного знакомого британского оборотня. Во время ярости он становился прям сам не свой. И все равно, пробив стену кулаком, он бы просил у нее прощения. Чего-то такого я и ожидал. Думаю, вы бы стали лучшими друзьями. Нет, ты знаешь, мне куда больше нравятся вампиры-грубияны. Эй! Хотя, не так уж и обидно. Я вампир-грубиян и горжусь этим. Напечатай эту фразу на футболке. Отличная идея, кажется, я знаю, что подарить ему на Рождество. Блин, вот это, ну реально забавное, они забавные. Итак, предлагаю поднять тост. Кто-нибудь хочет сказать пару слов? Есть желающие. Мэлори? Из меня небольшая мастерица толкать речи. Неправда. Мы с радостью тебя послушаем, если ты не против. Тогда, Луя, Бейлис, спасибо, что выбрали эту кофейню, и спасибо, что позволили нам стать частью вашей жизни. Отлично сказано. Ты всегда будешь частью нашей жизни. Это точно. Коротко и по делу. Достойная речь. Твоя очередь, Хайд. Вот как. Ну, хорошо. Луи и Бейлис, спасибо, что развлекли меня.
натолкнули на недолгие размышления о карьере семейного психолога. Вы, ребята, что надо. Для нас это много значит, Хайд. Ты очень нас выручил. Не подумай, что мы о тебе забыли, Гала. Самое время для речи. Да, я не так хорошо с вами знаком, как Вэллори, и уж точно не могу сказать, что помог вам, как это сделал Хайд, но, несмотря на это, чувствую себя желанным гостем. Сразу же ощутил себя частью вашей семьи. Пусть то тепло, что вы дарите окружающим, всегда согревает и радует вас в вашей семейной жизни. О, Гала. Спасибо, чувак, правда. За счастливую пару. Да? Пейте, пожалуйста. Если бы у меня был бокал, я бы тоже как бы... О, ачивка. Ачивка. Что такое, Хайд, опять аллергия беспокоит? Не думай, что тебя не настигнет мое возмездие. Что это имелось в виду? Извиняюсь, что у нас в меню только безалкогольные напитки. Несколько бокалов чего-нибудь игристого явно бы не помешало. О, не переживай, меня точно все устраивает. Да, мы решили пока отказаться от спиртного. Вот как? Мы подумываем над расширением семьи. Ну, ты понимаешь. О, я не пью в знак солидарности. Здорово, ребята, удачи вам. Спасибо, Гала. О боже, как мило. А точно пора? Ну ладно, это не мое дело. Это не мое дело, все, возьми себя в руки. Ну просто они такие... Я хотела сказать, что они такие неопытные, но это не подходящее слово. Они такие... Я не знаю, какое слово подобрать, в любом случае это будет неправильно, я считаю. Потому что, во-первых, это не мое дело, но тем не менее это игра, значит, я могу высказаться, все-таки они даже не живые люди. Так что да, я могу высказаться, все, успокоилась. И дело в том, что они, они очень, неопытные, не совсем неподходящие, потому что опыт тоже приходит со временем и с тем, как ты что-то делаешь. Они, я бы сказала, я правда не могу подобрать слово. Помогите подобрать слово. Они приходят в кофейню, и у них какая-то проблема, они начинают ее обсуждать с кем-то, и этот человек говорит какие-то очевидные вещи, вот как Хайд, да, им, и они такие, да, над этим надо подумать, наверное. Может быть, ты прав, а может, и не прав. У всех есть ссоры или непонимание, иногда нужен свежий взгляд, если особенно люди немножко стопорятся, это часто бывает в отношениях, не в отношениях, да, в любых, в общем-то. И тут они такие, мы с трудом, со слезами и потом поженились, потому что нам как бы помогли, подтолкнули, а то мы сами чуть-чуть тупили немножко. А вот теперь мы думаем про ребенка. Хайд, извини, ты поможешь нам потом, если что, его воспитать? Так, просто вопрос, просто... это так, это мое мнение насчет того, что им рановато, но тем не менее, это вообще не мое дело, и меня никак не касается, да и похрену мне, если честно. Просто высказалась, спасибо. Только представьте, как повсюду носятся маленькие фиолетовые эльфы с рожками. Тебе спасибо, Хайд. Наверное, всегда пожалуйста. Лично я не против, чтобы мы празднуем без алкоголя. Мне никогда не нравились крепкие напитки. Он не врет. Никогда не видел, чтобы он прикасался к спиртному. За этим есть какая-то причина? Мне просто не нравится вкус. Я так к нему не привык, да особо не пытался. Видимо, окружающие думают, что я люблю выпить, потому что я рослый крупный парень. Но они ошибаются. Такие предположения меня раздражают. Мне нравится, что для тебя алкоголь — это просто еще один вкус, Гала. Иногда мне хочется вина, а иногда томатного сока. Точно. Алкоголь стал частью социальных сборищ, но я бы предпочла, чтобы стало побольше вкусных безалкогольных напитков. Как-то раз я был в очень дорогом ресторане, и они предлагали подобрать к еде подходящий безалкогольный напиток. Они закупили безалкогольный вермут, сами выжили фруктовый сок. Мне это запомнилось. Было очень вкусно. Еще они подавали съедобных роботов. А из овощей и темного шоколада они сделали настоящий миниатюрный лес. Как ты успел побывать в таком заведении? Когда? Довольно давно, вместе с семьей, когда мы еще общались. Эй, все нормально? Да? Я делаю превосходные коктейли. С алкоголем и без. В версию с алкоголем добавляю водку, в версию без не добавляю водку. Ясно. Ясно. Господи, это слишком смешно, это очень смешно. Я не знаю, этот диалог был очень смешной. Посмотрите, что это. Ясно. Что еще в него входит?
Немного базилика, чуть-чуть лимонного сока, щепотка соли. Тоник. По описанию звучит вкусно. Это еще не все. Конечно, большую ложку свежей крови. Вот теперь все. Желательно первой группы. Она ведь универсальная и все такое. Фу. Ты же шутишь? Надеюсь, шутишь. Поэтому его никогда никуда не приглашают. В каком смысле? Меня постоянно зовут на вечеринки. Просто иногда забывают передать приглашение. Да, ты на меня смотришь за то, что я не передала приглашение? Я правильно понимаю? Я, не виновата, оно пропало вообще. Я не знала, я протупила, что его можно отдать Гале. Хайд, хочу еще раз извиниться. Прости, что у меня не получилось передать приглашение Беллис и Гале. Главное, что все хорошо закончилось. Мы пригласили всех в последний момент, так что я все равно собиралась всем написать на всякий случай. И все же я бессмертельно ранен. Жаль было бы пропустить такое событие. Спасибо вам троим, что присоединились к нам. Спасибо, что пригласили. Было приятно познакомиться с твоими друзьями с работы, Беллис. И с твоей сестрой Луя. Она крепкий орешек. Это достойно уважения. Она невыносимая. Ты же это имел в виду? Но я ее очень люблю. Да, она долго не могла ко мне привыкнуть. Всего-то год или 3 года. Думаю, она хотела убедиться, что ты подходишь для ее младшей сестренки. Да-да, определенно. Она всегда была обо мне мнение, будто я неженка, которую нужно защищать. Но по сравнению с ней даже Гала неженка. Мне кажется, Гала неженка по сравнению с большинством людей. Согласен. Ну да, думаю, она бы справилась с ним, даже если бы он в это время был в состоянии ярости. Если Валери когда-нибудь переедет, и я останусь без своего особенного чая, может, я спрошу телефон твоей сестры. Тебе стоит поторопиться, а то тебе не избежать схватки с другом Беллиса из начальной школы. Марка? Я заметил, что он глаз с нее не сводил. Уверен, дело зашло куда дальше переглядок. 2 свидетеля, какое восхитительное клише, правда? Смотрю, ты любитель посплетничать, Хайд. Конечно. Это помогает мне делать отличные фотографии. Томные взгляды, полные эротического напряжения и прикосновения. Издевка, замаскированная под улыбку. Надеюсь, наших голубков ты тоже успел пофотографировать. О, скорее бы увидеть, что получилось. Ну, у пленки есть один минус. Знаю, я готова подождать, это того стоит. Молодец. В таком случае у меня есть для тебя небольшая награда. Идеальный снимок. Красиво, прикольно. О, смотри. Потрясающе. Хайд, тебе удалось запечатлеть чудесный момент. Действительно, еще раз спасибо, Хайд. Не стоит благодарности, я неплохо провел время. Если хотите, можете оставить себе. Это всего лишь полароид, но... Да это просто невероятно, в этом снимке столько тепла и любви. Мы всегда мечтали именно о такой свадьбе. Да, стоило только отсеять лишнее. Здорово, что в результате вы совсем разобрались. Снимок что надо. Хайд, он только в одном экземпляре? А что, хочешь повесить его на стену в рамке? Ну, да, вроде того. Хорошо, что я это предвидел, если молодожен не против. У меня есть еще одна фотография, почти такая же. Никаких возражений. Мы будем только рады, если здесь останется небольшое напоминание об этом дне. Спасибо. Нет, спасибо тебе. Да, не знаю, что бы мы без тебя делали. О боже, как мило. Итак, Хайд, получается, ты решил всерьез заняться фотографией? Похоже на то. Ну уж, давай, рассказывай. В чем именно? Ничего еще не подтверждено. Они точно не пойдут на попятную, да и ты тоже, правда ведь? Разумеется. Ну так. Расскажи-ка сам, очевидно, что тебе это не терпится. Меня уговаривать не надо. Хайд согласился снять еще одну свадьбу. Мы пообщались с милой парой, которая навещает своего ребенка в больнице. Малышка Роуз болеет уже довольно давно. Врачи думают, что она поправится, но никто не может точно сказать, когда. Так что ее родители решили пожениться у нее в палате, чтобы она была рядом. Чудесная идея. Малышка Роуз наверняка ждет, не дождется. Так и есть. Вечеринка прямо у кровати. Круто же, да? В общем, ее родители разговаривали с Хайдом, и он пообещал им, что будет их фотографом. Безвозмездно. Это очень мило с твоей стороны. Ерунда. Нужно же набирать опыт. В будущем я рассчитываю, как следует заработать со свадеб моих бывших коллег-моделей. Все во имя социальной справедливости. Ага. Значит, ты решил осесть в седле, Хайд? Дома у меня есть работа тоже. Еще и карманный оборотень в придачу, так что, похоже, я задержусь здесь на какое-то время. Отличные новости. О, Хайд, ачивка. Достижение. Как продвигаются дела с домом? Медленно, но результат будет стоить ожидания.
Я переделываю дом с нуля, так что это длительный процесс. Я же вампир, у меня есть определенные потребности. Логично. Думаю, когда речь идет о доме мечты, относиться к ремонту основательно – это нормально. И как же вы представляете себе свой идеальный дом? Мы пока не уверены. Но мы точно не собираемся снова наступать на те же грабли. Никаких бесконечных пролистываний Томодочил в поиске фотографий чужих домов. Никакого транжирства самобичевания с моей стороны. Все нормально, я рад, что мы все обсудили. Луя помогла мне понять, что нет ничего такого в том, что она зарабатывает больше меня. Что моя семья никак мне не помогает. По правде говоря, мама Луи сказала мне на свадьбе то же самое. Не знала, что вы с ней об этом говорили. Не переживай, разговор прошел нормально. Она сказала, что для нее самое главное – это чтобы ты была счастлива. Меня это вполне устраивает, потому что я хочу того же. Счастливая Луя – это Луя, у которой хорошо идут дела на работе. Да, сейчас я не могу притормозить с карьерой. Ну, может, только совсем чуть-чуть. Когда придет время. Но дело в том, что я не против тормознуть с карьерой. И это я всегда первым заводил разговор о детях. Я не то чтобы не хочу детей, но меня всегда пугало, как их появление скажется на моей работе. Логично. В обществе есть негласное правило, что воспитанием детей обычно занимаются женщины. Спасибо. Хотя, в принципе, от этой игры я ожидала, что тут что-то подобное должны упомянуть. У нас на этот счет свое мнение. Мы решили, что если заведем детей, вести домашнее хозяйство буду я. В свободное время я по-прежнему буду брать проекты на фриланс, но скорее, чтобы не скучать, а не с целью заработка. Моей главной задачей станет забота о малышах и доме. Знаешь, я все думаю, как я рада, что встретила тебя и вышла за тебя замуж. Не так уж много мужчин согласились бы на такое. Ты удивишься, но времена меняются, я прав? Со временем у все большего количества людей появляется возможность следовать своим желаниям. Я встречал немало мужчин, которые предпочли бы сидеть дома с детьми, чем каждый день ходить на работу, практически никогда их не видеть. Вы отлично друг другу подходите. И я так считаю. Мистер Миллер, миссис. Нет, это как-то неправильно. Ты плюс моя фамилия. Если бы твои родственники услышали, как ты зовешь меня по своей фамилии, они бы сошли с ума. Это точно. Почти хочется посмотреть на их реакцию, но это все ерунда. Пока мы с тобой остаемся Луи и Бейлисом. Пока мы с тобой остаемся Луи и Бейлисом. Господи. У меня горло болит читать.